В этом новом мире демоны победили в войне, и человечество осталось без героя. Сид находит меч героя и обретает божественную силу, но понимает, что он один, потому что никто не помнит, кто он такой. Много лет назад между 5 могущественными расами разразилась масштабная война, и все они сражались за власть над миром. В конце концов, человек-герой по имени Сид победил остальные расы и привел человечество к победе. Теперь, спустя много лет после войны, мы встречаем Кая, уродливого парня, который работает на скучной работе, охраняя кладбище, где были запечатаны демоны. Однажды, когда он был на свидании со своей двоюродной сестрой, произошло нечто странное. Мир вокруг него начал искажаться. Небо замерцало, земля задрожала, а потом появилась черная дыра, которая затянула его двоюродную сестру. Все вокруг него рухнуло за считанные секунды. Кай внезапно оказался посреди разрушенного города. Он был растерян и одинок, не понимая, что произошло. Прежде чем он успел что-то сделать, появился демон и сразу же напал на него. Кай увернулся, все еще не понимая, что происходит. Демон произнес еще одно заклинание, но Кай схватил свое оружие и выстрелил эльфийской пулей. Пуля сработала, потому что магия демона основана на эльфийской энергии. Демон снова напал, и Кай бросился в бой, используя свое оружие как меч. Он нажал на курок с близкого расстояния, выпустив пулю, которая взорвалась, как дыхание дракона. Демон был повержен. Кай был потрясен. Он никогда раньше не использовал свои навыки в реальном бою и не ожидал, что они сработают так хорошо. Появился еще один демон, почувствовав опасность. Он начал произносить мощное заклинание. Как раз вовремя появились одноклассники и друзья Кая и рассеяли магию. Они все вместе сбежали на машине. Кай был ошеломлен. Ситуация стала еще хуже, когда его ближайшие друзья, Саки и Ашран, казалось, совсем его не помнили. Они отвезли его в приют и объяснили, что человечество проиграло войну 30 лет назад. Теперь осталась лишь небольшая группа людей, живущих под землей в составе сопротивления. В приюте Кай встречает командира сопротивления, Джин, которая также является его двоюродной сестрой и девушкой. Но она полностью его игнорирует, не поддавая виду, что знает, кто он такой. Вернувшись в свою комнату, Кай ищет ответы. Он просматривает все записи и обнаруживает нечто шокирующее. В них нет ни слова о нем или Седея, героя, который когда-то спас мир. Все остальное совпадает с тем, что он помнит. Остальные 4 героя, по одному от каждой расы, все еще существуют. Но на этот раз у человечества не было героя, и демоны победили. Одно не сходится. Кладбище, где были запечатаны 4 расы, все еще существует. На следующий день Кай одолжил машину Ашрана и поехал на кладбище, которое раньше охранял. Он нашел вход и зашел внутрь. Там он обнаружил легендарный меч Сида. Когда он прикоснулся к мечу, в его голове раздался странный голос. И он внезапно телепортировался. Он очнулся в странном райском месте. Перед ним была девушка в цепях, явно не человек, прикованный к огромному столбу. Она выглядела слабой и беспомощной и умоляла его спасти ее. Девушка представилась как Рене и упала на колени. Кай забеспокоился и подошел, чтобы помочь. Он предупредил ее, чтобы она не нападала, и активировал меч, сказав: «Клинок сияет», и разрезал столб пополам. Рене тут же встала и отругала его, решив, что он демон низкого ранга. Кай пытался понять, что происходит, но она начала атаковать магией. Он увернулся от первого заклинания, но второе уже приближалось. Он помедлил, а потом решил довериться своему мечу и разрубил заклинание пополам. Рене удивилась, что демон низкого ранга смог заблокировать ее магию, но Кай объяснил, что он человек. Она извинилась за свое поведение и призналась, что ненавидит демонов. Кай принял извинения и спросил о ее расе, но Рене отказалась отвечать. Когда он спросил, где они находятся, Рене сказала, что тоже не знает. Она вспомнила, как сражалась с Ванессой, героиней демонов, а потом внезапно оказалась в этом странном месте. Кай понял, что Рене должна быть очень сильной, раз смогла противостоять Ванессе. Рене подтвердила это, но была впечатлена Каем, потому что он смог отменить ее магию. Внезапно позади нее открылась черная дыра, и оттуда вышла странная девушка-монстр. Она объявила, что личность Рене пробудилась, и что уровень угрозы Кая для нового мира теперь максимальный. Она напала, но Кай и Рене увернулись и убежали. Когда они убегали, девушка-монстр использовала черную дыру, чтобы поймать Рене. Затем она призвала магические сферы, чтобы пытать ее. Увидев это, Кай набрался смелости и отрубил монстру руку своим мечом. Девушка-монстр узнала в клинке запретный меч, но не могла понять, почему он здесь. Воспользовавшись шансом, Кай и Рене сбежали через световой портал. На другой стороне Рене обняла его. Она наконец открылась и рассказала, что все расы отвергли ее из-за ее происхождения. Демоны даже называли ее мерзостью. Вот почему она сражалась с Ванессой. Кай понял ее. Никто из его друзей не помнил его, и казалось, что он попал в другой мир, где демоны захватили человеческие города. Но Рене была в замешательстве. Она помнила, что люди начали выигрывать войну незадолго до ее битвы с Ванессой. Кай хотел получить ответы, но Рене ничего не могла вспомнить. Тем не менее, он был рад найти кого-то, кто знал то же, что и он. Он назвал ее равной себе. Они решили уйти, но Рене упала в обморок от солнечного света. Кай отнес ее в свою комнату в подземном городе. Позже Рене начала верить, что они действительно попали в альтернативный мир, где победили демоны. Она думала, что их единственная надежда сбежать и вернуться в нужное время. Той ночью Рене разбудила Кая.
Она почувствовала поблизости демонов. Через несколько мгновений на подземный город напали. Кай понял, что люди, живущие здесь, оказались в ловушке без кого-то, кто мог бы их защитить. И тут его осенило. Может быть, он единственный в этом мире, кто может стать Сидом, героем человечества. Кай бросился на помощь. Он использовал все, что помнил из своего мира. Боевые знания, стратегию и приемы, чтобы помочь остальным сражаться. С помощью боевых искусств, ударов мечом и магических пуль он помог переломить ход битвы, сражаясь вместе с Рене. Увидев его навыки, Саки и Ашран отвели его к Джину, надеясь, что он поможет сопротивлению. Кай рассказал свою историю, но офицеры не поверили, что он из другого мира, где люди выиграли войну. Они насмехались над ним. Но Джан Хён вспомнила, что Кай, казалось, знал ее, когда они впервые встретились. Заинтересовавшись, она спросила о его отношениях в его мире. Кай объяснил, что они были сводными братьями. Он начал рассказывать подробности, имена ее отца и деда, которые мог знать только близкий человек. Жанна была потрясена и закончила встречу. Позже, в тот же день, она позвала его обратно. Она все еще не верила, что его мир существует, но призналась, что личные подробности ее взволновали. Она решила, что они должны полагаться на его боевые навыки и знания, особенно после того, как стало известно о местонахождении города. Во время последней битвы несколько демонов сбежали. Жанна хотела напасть на убегающих демонов, но Кай был против. Нападение на них могло привести в город еще больше демонов. Вместо этого он предложил напасть на королевскую столицу. Джин была ошеломлена. Это означало бы сразиться с Ванессой, демоном-героем, которая победила человечество и захватила столицу за одну ночь. Кай понимал риск, но был уверен в себе. Теперь у него был меч Сида и Рене рядом с ним. Жанна не была уверена, что позволит им возглавить атаку, но Кай напомнил ей, что в его мире Сид победил Ванессу в одиночку. Он признался, что не знает, сможет ли победить, но если он ничего не сделает, то не сможет встретиться с версиями Саки и Ашрана из своего мира. Возможно, это их единственный шанс. Большая часть армии демонов сражается с 3 другими расами на границах. Только около 10% осталось охранять столицу. Кай считает, что они должны напасть сейчас. Жанна согласилась. Они собрали войска и приготовились к битве. Используя скрытый подземный туннель, они направились прямо к столице, готовые к войне. Кай и Рене объединились с Саки, Ашраном и еще несколькими людьми, чтобы атаковать столицу. Жанна и остальные войска остались позади, а команда Кая двинулась вперед к своей конечной цели. Ванессе, Саки и Ашрану отведена ключевая роль. Они должны добраться до диспетчерской дворца и выключить свет после того, как Кай и Рене поднимутся наверх, чтобы встретиться с Ванессой. Но как только миссия началась, сработала инфракрасная сигнализация. Их позиции были раскрыты. Группа бросилась вперед, но по пути они столкнулись с демонами, которые остановили их, заметив крылья Рене. Демоны назвали ее отвратительной. Оскорбление задело ее, но Рене не отступила. Она построила ледяную стену, чтобы отделиться от группы и позволить Каю продолжить путь одному. Демоны окружили ее и стали оскорблять еще больше, называя ее мерзостью. Они не могли понять, как она может пахнуть ангелом, демоном, эльфом, гномом, духом и драконом одновременно. Рене не сдавалась. Она произнесла несколько мощных заклинаний и призналась, что знает, кто она такая, но все равно ненавидит демонов больше всего на свете. Ее заклинание взорвалось с невероятной силой. Тем временем Кай добрался до комнаты Ванессы. Она спокойно поприветствовала его, пытаясь соблазнить, но быстро поняла, что это человек, использующий эльфийские пули. Когда Кай объяснил, что он из мира, где люди выиграли войну и запечатали демонов, Ванесса рассмеялась, пока он не упомянул имя Сида. Услышав это имя, она запаниковала. Ванесса пробормотала что-то о Сиде и реинкарнации мира, но отказалась объяснять. Вместо этого она произнесла мощное заклинание. Кай выстрелил из пистолета, разрушив ее магию и разрезав ей грудь, но понял, что это была иллюзия. Она напала сзади, но снова потерпела неудачу. Ее глаза расширились, когда она увидела, как его меч выпустил дыхание дракона. Теперь она знала, что он не лжет, но не остановилась. Она начала произносить свое самое мощное заклинание, достаточно сильное, чтобы уничтожить любую расу. Кай увернулся, но заклинание пробило дыру в стене. Отвлекшись, он не заметил, как она произнесла еще одно заклинание у него под ногами, взорвав пол. Ему удалось вовремя увернуться. В этот момент на помощь пришла Леня. Ее тело было покрыто ранами. Кай понял, что если бы на ее месте был он, то был бы уже мертв. Несмотря на раны, Рене бросилась в бой. Но как только она собралась двигаться, в небе образовалась огромная черная дыра. Она сковала Ванессу темными цепями. Из черной дыры появилась девушка-монстр. Она решила уничтожить Ванессу, объяснив, что, услышав имя Сида, она сошла с ума, и это может разрушить этот мир. Она начала произносить смертельное заклинание. Ванесса, разъяренная и не желающая умирать, приняла свою истинную демоническую форму. Она схватила девушку-монстра за голову, позвала ее и выпустила самую мощную магическую атаку. Заклинание не уничтожило девушку-монстра, но нанесло ей серьезный урон, заставив отступить в черную дыру. Кай наблюдал за всем этим с изумлением. Он понял, что Рене была достаточно сильна, чтобы противостоять такой, как Ванесса, пусть и с трудом. Но Рене начала паниковать. Что-то было не так. Это была не та Ванесса, которую она помнила из своего мира. Эта версия была намного сильнее. Ванесса высвободила всю свою силу, готовая убить двоих, стоящих перед ней. Кай приготовился к бою, но Рене напала первой. Она бросилась вперед, схватила Ванессу и создала духовный барьер, сказав Каю бежать. Ванесса назвала барьер слабым, легко разрушила его и отбросила Рене.
Кай увидел возможность и попытался контратаковать, но Ванесса обрушила на него разрушительную магию. Его тело отбросило к стене, и на камне осталась кровь. Рене в ужасе смотрела, как Кай упал на землю, истекая кровью. Он понял, что это конец для него. Ванесса насмехалась над ней. Но вместо отчаяния Рене почувствовала что-то другое. Ярость. Подпитываемая жгучей ненавистью, она высвободила всю свою силу. Ее тело преобразилось, открыв ее истинную форму гибрид всех 5 рас. Она бросилась на Ванессу, прижав ее к стене, но Ванесса схватила ее за руку и усмехнулась. Демон насмехался над ней, обвиняя Рене в смерти Кая. Она сказала, что Кай мог бы выжить, если бы Рене не скрывала свою истинную форму. Ванесса заявила, что даже была готова отпустить его, но Рене боялась показать ему, кто она на самом деле. Боялась, что он увидит в ней монстра. По лицу Рене текли слезы. Она винила себя в смерти Кая. Не имея возможности вернуть его, она выбрала другой путь. Она начала произносить проклятие. Из их тел хлынула кровь, когда проклятие вступило в силу. Но прежде чем Рене успела закончить, она упала на колени. В замешательстве она посмотрела на Ванессу, которая рассмеялась. Ванесса сказала, что подготовила сам дворец. Скрытое заклинание защищало ее от проклятий и отражало их действия. Поскольку Рене была духом, небесным существом и зверем одновременно, отдача была тройной. Ее тело корчилось от боли. Сломленная Рене смирилась со своей участью. Она плакала, извиняясь перед Каем за то, что подвела его. Ванесса призвала пламя, чтобы покончить с ней. В последнюю секунду Кай оттащил ее. Она смотрела на него с недоверием. Он был жив. Он объяснил, что выжил только благодаря тому, что она дала ему время. Ванесса была потрясена и не могла поверить, что человек смог пережить ее заклинание дважды с близкого расстояния. Кай знал правду. Его спас меч. Теперь он шагнул вперед с той же решимостью, что и Рене. Ванесса насмехалась над ним, говоря, что он ничем не отличается от бесчисленных людей до него. Они всегда кричат о силе, духе или будущем, но в конце концов они всего лишь насекомые, издающие шум. У других рас есть герои. У людей их нет. Кай ответил ей с решимостью. Он поклялся стать представителем человечества. Ванесса призвала огромный метеорит. Кай разрубил его мечом и подал сигнал своему союзнику. Свет во дворце погас. Ванесса поняла его план. У людей нет магии, чтобы видеть в темноте. Но она заметила, что его меч светится, и нацелилась на него. Когда свет внезапно вернулся, она поняла, что ее обманули. Рене держала меч, сделав ее мишенью. Кай, спрятавшись, использовал свои 10 лет занятий боевыми искусствами, чтобы подбросить Ванессу в воздух. Он поймал меч, который бросила ему Рене, и нанес последний удар. Демоническая героиня упала на колени, ее тело начало разрушаться. Но прежде чем исчезнуть, она открыла правду. Сид предсказал это будущее. Он предвидел, что один из 3 других героев изменит мир. Чтобы подготовиться, он отдал свой меч Ванессе, считая, что это единственный ключ к исправлению ситуации. Кай не понимал, зачем Сиду доверять свой меч врагу. Ванесса объяснила, что в прошлом были события, о которых Кай ничего не знал. Что-то под названием «Нулевой код», запретная магия, скрытая в его мире. Ее тело начало исчезать. Прежде чем исчезнуть, она поздравила Кая с тем, что он перехитрил ее, но пообещала, что если они встретятся снова, она будет сражаться с ним всерьез. Как суккуб, Джин через несколько мгновений транслировала сообщение по всему городу. Люди вернули Узак, столицу людей, и победили демонического героя. Но Кай и Рене поняли кое-что важное. Они ошибались, думая, что только они были перемещены. Правда в том, что весь мир был переписан, и только они остались нетронутыми. Пока они пытались осознать это, Джин объявила, что уходит с поста командира. 3 другие расы захватили 3 человеческие территории, но повстанческие силы все еще сопротивляются. Теперь, когда Ванесса побеждена, все считают Кая новым героем человечества. Джин попросила его присоединиться к ней в завоевании мира. К ее удивлению, Кай сразу согласился. Он уже выбрал этот путь. Позже Джин собрала войска и изложила свои планы. В толпе Кай рассказал Рене о своих планах. Он сам положит конец войне. Поэтому он займет его место. Рене была ошеломлена, слушая его. На мгновение ей показалось, что она смотрит на самого Сида. По пути в Федерацию Ио Рене проснулась после странного сна. В нем ее нес на руках Сид, но сон внезапно изменился, когда они встретили одну из девушек-монстров. Она открыла глаза, встревоженная, и услышала, как Кай объясняет их следующий план. Кай сказал группе, что они направляются на помощь повстанческим силам Иу в борьбе против небесной расы. Саки была в замешательстве. Для нее небесная раса должна была состоять из эльфов, гномов, фей и ангелов. Кай подтвердил это, но назвал их трусами. Он объяснил, что они не сражаются напрямую, а полагаются на магические предметы и уловки. Хорошая новость в том, что их оружие гораздо эффективнее против небесной расы, чем против демонов. В конце концов, группа добралась до Ио. Их прибытие вызвало ажиотаж. Люди окружили их с радостными возгласами, как будто они были группой кей-поп. Их сразу же проводили к лидеру Федерации Ио, но секретарь Джин предупредил их заранее. Лидер не заслуживает восхищения. Он завистлив, подозрителен и одержим. Что еще хуже, он называет себя императором. Группа быстро узнала правду. Этот человек высокомерен, невежественен, с ним невозможно договориться. У него вместо мозгов задница. Хуже того, никто в Ио, похоже, не знает, где находится небесный герой. Не имея выбора, Джин взяла ситуацию в свои руки.
Она объявила, что сама возглавит поиски, и попросила людей из Иу присоединиться к миссии. Группа быстро направилась в эльфийский лес, но там уже была проблема. Тупой лидер Иу решил сам искать небесного героя. Кай подозревал, что за этим решением стоит секретарь лидера, которая на самом деле могла быть эльфийской шпионкой, скрывающей свои уши. Джон согласился и предположил, что в армии Иу может быть еще больше шпионов. Она считает, что им нужно провести расследование. В лесу они заметили разбросанные по земле ружья. След привел их в укромное место, где Рене заметила телепортационные ворота. Она активировала их, и группа переместилась в настоящий эльфийский лес. Они сразу же встретили девушку, которая пробежала мимо них. Девушка остановилась в замешательстве, потому что кроме Рене ни у кого из них не было магических способностей. Она спросила, что они за эльфы, но Ашран ответил, что они люди. Девушка убежала, и группа преследовала ее, пока она не привела их прямо к отряду эльфийских лучников. Лучники подняли луки, готовые к бою, но секретарь Иу приказала им отступить, раскрыв себя как шпионку. Джин и лидер эльфов начали переговоры. Джин потребовал освободить заложников людей, но эльф отказался, сказав, что они хотят, чтобы Кай сразился с ангелами. Кай был в замешательстве. Небесная раса должна была состоять из эльфов, гномов, фей и ангелов. Почему эльфы предали ангелов? Эльф объяснил, что ангелы предали их первыми. Она отвела группу к Рин, эльфийской деве. Рин рассказала им правду. Великий старейшина был захвачен героем небесной расы. Сначала этот герой был добрым и мягким, но потом внезапно изменился. Он стал требовать, чтобы все расы стали слугами ангелов. Джин и остальные были подозрительны. Они подумали, что это может быть ловушка, и эльфы объединились с ангелами, чтобы уничтожить их. Но Райан предложила свою жизнь в качестве гарантии. Если это ловушка, они могут убить ее. Перед уходом она приказала всем присутствующим избегать гражданской войны и отправила эльфов, фей и гномов обратно на свои посты. Группа сразу же отправилась к месту, где находился небесный герой. Той ночью во время привала Рин спросила, сработает ли сила Кая против небесной расы. Она знала, что он победил Ванессу, но небесная раса — это другой тип врагов с другими слабостями. Кай воспользовался возможностью спросить, знает ли она о Сиде, но она не знала. Это заставило его кое-что понять. Единственные, кто мог знать о Сиде, это сами герои. На следующий день Рин отвела их к телепортационным воротам, которые вели во дворец ангелов. Кай заметил, что ворота были двухслойными, и подумал, что это защита от людей. Рин покачала головой. Люди даже не считались угрозой. Защита была предназначена для демонов, мифических существ и духов. Кай понял, что это то же самое, что и у демонов. Большая часть их сил была сосредоточена на границах, а дворец был слабо защищен. Райрон подтвердил это и начал верить, что Кай победил демонов не случайно. Они телепортировались во дворец ангелов. Их сразу же окутал странный запах. Продвигаясь вперед, они увидели мертвых ангелов на земле, а вокруг них горел дворец. Рин провела их через несколько слоев телепортации, но внезапно на них напали. Нападавший был жестоким, он был прямым слугой Фрей, небесной героини. Рин предположила, что это она убила других ангелов. Виши с гордостью признал это. Она сказала, что эти ангелы были неверными дураками, которые отказались выполнять приказы Фрей. Что еще важнее, она сообщила, что великого эльфийского лидера скоро казнят, чтобы показать, что все расы должны подчиняться ангелам. Фелон, Саки и Ашран сразу же вступили в бой с Вишесом, а остальные последовали за Рин вглубь дворца, чтобы встретиться с Альфрией. В следующем логове им преградил путь еще один ангел, но Рин осталась, чтобы сразиться с ним. Наконец они добрались до внутренней комнаты. Внутри стеклянной клетки был заточен старейшина эльфов, а перед ним стояла сама Альфрия. Но вместо того, чтобы говорить как лидер, он разглагольствовал о превосходстве ангелов, объявляя их высшей расой. Такой и остальные, он был похож не на героя, а на аниме-версию усатого тирана из 80-летней давности. Альфрия хотела начать казнь, но Рин вмешалась. В ярости она бросилась к нему. Небесный герой поднял свою магию, чтобы сразить ее, но Кай перехватил его мечом. Альфрия была в замешательстве. Зачем человеку защищать эльфа? Причина Кая была проста. Если Рин умрет, эльфы возненавидят человечество за то, что оно допустило это. Альфрия заметила меч Кая и поняла, что он особенный. Кай прямо сказал ему, что это меч, который победил Ванессу и ее магию. Ангел рассмеялся. По его мнению, Ванесса была жалкой, раз проиграла человеку. Но на самом деле даже он не смог победить ее. Кай считал его неудачником, который никогда не сравнится с Ванессой. По крайней мере, она никогда не пыталась убить своих подчиненных. Ангелу было все равно. Он считал себя богом. Джин, которой надоело слушать его высокомерие, выстрелила из своего эльфийского лука. Стрела ранила его, но Альфрия объяснила, что за это придется заплатить. Каждый раз, когда человек использует этот лук, его жизненная сила истощается. Ангел атаковал, но Рин создала барьер. Она не хотела быть в долгу перед людьми и настаивала на том, что им нужна помощь. Они решили освободить великого старейшину. Рин попыталась подойти к стеклянной тюрьме, а Кай прикрывал ее. Она ударила легендарным эльфийским клинком, но он разбился. Она не могла понять, как Фрейя использует столько мощных артефактов, не истощая свою магию. Фрейя раскрыла правду. Это из-за его нового слуги открылась черная дыра и появилась девушка-монстр. Он представил ее как последнюю восставшую и приказал ей атаковать. Восставшая выпустила ударную волну. Джин отбросила в другой конец комнаты, но Рин успела ее поймать. Джин выпустила еще одну стрелу, но восставшая не пострадала. Альфрия переключил внимание на Рин, назвав ее монстром.
Кай воспользовался моментом, чтобы спросить, стоит ли за реинкарнацией мира Фрея. Нет. Кай продолжил расспрашивать о Сиде. Фрея начала вспоминать. Он пробормотал имя Сида, назвал его пророком и признался, что Сид дал ему что-то. Но прежде чем он успел объяснить, последняя восставшая внезапно напала на него. Она задушила ангела, заявив, что на него повлияло запретное слово «Сид». Это влияние уничтожит этот мир, и протокол требует его устранения. Под ним открылась черная дыра. Альфрию затянуло вниз, и он исчез. Группа была ошеломлена. Никто не понимал, что только что произошло. Но Кай понял. Это было то же самое, что чуть не случилось с Ванессой. В шоке они не успели ничего сделать, когда восставшая прыгнула обратно в свою дыру и исчезла. На мгновение показалось, что все кончено. Затем огромный темный луч света расколол комнату. Альфрия снова появился. Его цвета стали темнее, а крылья теперь были черными. Он объявил себя аватаром Фрей. Рин заметила, что его глаза изменились, как будто его стерли. Кай понял правду. Точно так же, как мир был стерт, теперь это происходит с героем. Аватар атаковал магией, которую Рин не смогла заблокировать. Рин попыталась достучаться до него словами, но он ее проигнорировал. Небесные существа известны тем, что используют артефакты, но теперь он сжигает свою собственную жизненную силу. Он ударил ее лучом света, она едва успела защититься своим самым сильным щитом. Но когда он поднял меч, щита оказалось недостаточно. Альфрия взмахнул мечом, чтобы разрубить ее пополам. Кай вмешался и заблокировал удар. Его ярость вырвалась наружу. Рин всегда восхищалась Альфрией, но это уже не лидер небесных существ. Это всего лишь имитация, копирующая силы героя. Кай скрестил мечи с лордом Фрей и спросил его об уникальности его меча. Он заметил, что его меч восстанавливался каждый раз, когда он пробивал барьер Рин. Лорд Фрей рассказал, что его меч — абсолютный шедевр из небесных кузнец, и его силу не может заблокировать простой магический предмет, которым владеет маленький ребенок. Он высвободился из захвата и превратил свой меч в его истинную форму. Он объявил себя правителем мира, потому что он выше всех небесных существ и в конечном счете выше всей магии. Он приказал Каю стать его рабом и поклоняться его высшей силе. Кай напомнил, что 4 героя должны защищать свой народ, а не использовать свою силу, чтобы заставить их подчиняться. Лорд Альфрия насмехался над Каем и всем человечеством за то, что они настолько жалки, что им приходится полагаться на других для защиты. Кай решил показать ему, как эта слабость породила в людях неукротимый дух. Кай бросился на лорда Альфрию, который обрушил на него свой божественный меч, но Кай отразил его своим клинком. Лорд Фрея снова замахнулся на Кая, но тот ловко парировал удар. Лорд Фрея на секунду замер, не понимая, как Кай отражает его удары. Кай нанес удар, но лорд Фрея пришел в себя и отскочил в сторону. Рин и Джин были удивлены, что Кай так долго держался против лорда Фрей. Хотя у лорда Фрей был лучший меч, Кай превосходил его в мастерстве владения мечом. Однако Рин не думала, что у него есть преимущество, потому что у лорда Фрей все еще был козырь в рукаве. Как по команде, лорд Фрея бросил свой меч в небо, потому что он ему больше не нужен, и тот вонзился в землю. Небесная платформа начала разрушаться, и Джин подумала, что лорд Фрея собирается разрушить дворец ангелов. Рин попросила у нее немного силы, чтобы они вместе смогли победить Альфрию. Кай бросился на лорда Фрею и попытался атаковать, но лорд Альфрия поставил щит, чтобы отразить его удары. Кай продолжал атаковать, несмотря ни на что. Он пробил щит и нанес удар лорду Фрея. Лорду Фрея надоело высокомерие Кая. Он схватил его за шею и поднял в воздух. Кай пытался вырваться из его хватки, но быстро терял сознание. Он задавался вопросом, почему лорд Фрея так отличается от Ванессы. Было гораздо проще привести ее в чувство, но с лордом Фрей это казалось почти невозможным. Рин и Джин объединились и призвали силу 7 принцесс. Они натянули тетиву и выстрелили в Альфрию, и он уронил Кая. Пыль рассеялась, и Альфрия закричал от ярости, потеряв половину своего тела из-за выстрела. Кай понял, что он настолько слаб и уязвим, что одна атака может его убить. Он воспользовался этим моментом, чтобы ударить его невидимой камехамехой, а затем перевернул его вверх ногами, как дорожный знак. Он добил его ударом в живот, и лорд Альфрия упал на землю. Он потерял свою небесную сущность и был разочарован своим падением. Кай понял, что наконец-то пришел в себя, и Рин была рада, что к ней вернулся нормальный лорд Альфрия. Они поняли, что платформа вот-вот рухнет, и поспешили выбраться оттуда. Рин помогла лорду Альфрии подняться на ноги, но ему было стыдно за то, что он сделал. Он думал, что больше не заслуживает любви Рин, но она заверила его, что он все еще в ее сердце. Он попросил ее сообщить небесным существам, что он виноват во всем, что произошло, чтобы они не винили ее. Он повернулся к Каю и сказал, что Сид сказал ему, что это должно было произойти. Кай не понял, что он имел в виду, и попросил лорда Альфрию объяснить, о чем он говорил. Лорд Альфрия признался, что тоже не знает, о чем говорил Сид, но заметил, что тот был расстроен, когда говорил с ним. Лорд Альфрия рассказал, что причиной перерождения мира была ненависть. Он признал, что Кай отличается от других, потому что он так упорно боролся и рисковал жизнью, чтобы спасти эльфа. Он поручил ему разрушить ненависть, охватившую мир, и положить конец перерождению мира. Лорд Альфрия рассыпался в прах, и ветер унес его прочь. Они сбежали, спустились с платформы и встретились с Рафаэло и Великим Старейшиной. Великий Старейшина понял, что лорда Альфрии больше нет, но был рад, что все остальные в безопасности.
Рафаэлло все еще ругал себя за то, что был слишком слаб, чтобы что-то сделать, несмотря на то, что заметил изменения в лорде Альфрии. Великий старейшина сказал, что он не единственный, кто виноват. Кай спросил, когда поведение лорда Альфрии начало меняться. Они рассказали, что он стал отдаляться от других ангелов после того, как появился его подчиненный. Кай не мог понять, почему последний восставший напал на Кая, если он утверждал, что это был его подчиненный. Он вспомнил, что это произошло, когда он спас Рене, как будто оно следило за ней. Теперь Кай был в панике, потому что думал, что Рене снова станет мишенью. Рене снилось, как она сбежала из Небесного дворца. Она споткнулась и упала, и Сип подхватил ее. Сип заметил, что за ними следит последний восставший, и подумал, что это он виноват в том, что с ними случилось. Последний восставший напал на них, и Рина проснулась и увидела, что Кай наблюдает за ней. Она села и обняла его. Кай был рад, что она проснулась и пришла в себя. Она так долго спала, что он боялся, что она никогда не проснется. Джин прервала их объятия, которые длились слишком долго. Она спросила Арну о ее расе, но Арна даже не знала, кто она такая. Джин удивилась, почему она так долго скрывала это. Она предположила, что Рин боялась, что ее примут за шпионку и накажут. Она заверила ее, что ей нечего бояться, потому что Кай поручился за нее. Она также в долгу перед ней, потому что она спасла ей жизнь. Рин обрадовалась, что Джин приняла ее как союзницу человеческой расы. Кай предложил сообщить Саки и Айшрану об их новом партнерстве, но Джин сказала, что это может вызвать разногласия среди других солдат, даже если они хорошо воспримут эту новость. Она решила, что пока лучше держать это в секрете. Через несколько дней Джин встретилась с великим старейшиной, чтобы обсудить перемирие. Великий старейшина согласился на перемирие при условии, что людям не разрешат входить в их лес в течение этого года, а небесным жителям не разрешат входить в человеческие города. Джин согласилась на ее условия и пообещала держать под контролем армию повстанцев. Великий старейшина объявил о заключении перемирия при свидетелях. Она также вручила им подарки. Джин развернула свой подарок и удивилась, увидев, что это был длинный лук, но он был починен. Кай открыл свой подарок, но не знал, что ему подарили. Эрен объяснил, что это были пули, которые он использовал для отмены магии. Она рассказала, что гномы заинтересовались его оружием и сделали пули после того, как она описала им, какое оружие он использует. Рен сказала, что сама выплавила ядро, и Кай был впечатлен. Он был рад, что у него есть 11 пуль, и ему не терпелось снова их опробовать. Великий старейшина похвалил их за великую службу всем расам. Она сказала, что небесные жители были бы втянуты в войну, если бы не их храбрость. Она спросила, планируют ли они также воевать с чудовищами на юге и западе, но Джин отказалась раскрывать их тактические планы. Великий старейшина сочла ее опасения разумными, но поняла, что им все равно придется пройти через небесные поля. Она предложила дать им проводника, но Джин не хотела, чтобы она беспокоилась из-за такой мелочи. Великий старейшина настояла на том, чтобы она прислала представителя, который поможет им. Джин не понимала, почему великий старейшина так настаивает, и великий старейшина объяснила, что они хотят знать, что случилось с лордом Альфрией. Она сказала, что он начал странно себя вести 10 лет назад, когда столкнулся с нарушителем, который пересек западную границу. Нарушителем был герой мифических зверей и король-фанатик по имени Гнев. Рафаэлло вспомнил, что видел их во время их столкновения. Тогда ни у кого из них не было подчиненных, но, похоже, они что-то замышляли. Вскоре после этого рядом с лордом Альфрией появился последний восставший. Теперь Джин поняла, что великий старейшина хочет, чтобы кто-то сопровождал их, чтобы они могли узнать правду. Однако Рен считает, что это бессердечная миссия подвергать эльфа опасности, потому что он будет заложником. Она сказала, что если перемирие будет нарушено, эскорт будет первым, кого казнят. Она не думала, что кто-то добровольно согласится на такую рискованную миссию, но великий старейшина назначил ее сопровождающей. Райан возразила против решения великого старейшины и спросила, почему она выбрала именно ее. Великий старейшина сказала, что она подходит больше всего, потому что не отходила от Кая с тех пор, как они прибыли. Рина все это время с подозрением относилась к Каю. Она обвинила ее в том, что она держится так близко к Каю и притворяется, что это нормально, чтобы ее не раскрыли. Рин попросила Кая сказать что-нибудь в ее защиту, но он принял ее в команду. На следующий день Джин навестила Данте. Она рассказала ему о перемирии с небесными жителями и условиях, которые необходимо соблюдать. Она поблагодарила его за припасы, которые он предоставил для их экспедиции. Данте был впечатлен тем, что им удалось победить небесного жителя, а затем заключить перемирие с эльфами, но он сказал, что их прежняя тактика больше не будет эффективной. Он уверен, что духи и мифические звери изменят свое отношение к людям и больше не будут относиться к ним так легкомысленно. Он понял, что армии повстанцев придется сотрудничать, если они хотят иметь шанс противостоять вражеским силам. Он спросил о Бальмунге, командире повстанческих сил Луна, который сражается с духами на юге. Феллон сказала, что он командир, которому они могут доверять, потому что он спас ей жизнь, и она в долгу перед ним. Данте сказал, что им нужно заключить союз с Бальмогом и его армией, потому что им предстоит сражаться лицом к лицу. Фелан была впечатлена тактической изобретательностью Данте и сказала, что он мог бы стать великим мировым лидером, если бы избавился от своего нелепо раздутого эго. Данте сказал, что ему не нужна такая должность, и он предпочел бы оставить ее Жанне. Жанна сказала, что ей тоже не нужна такая должность. Ее единственная цель — положить конец войне между 5 расами и жить в эпоху мира. Кюко попыталась убежать от гнева, но он догнал ее и сбил с ног. Он напал на нее, но она отбилась, и он отступил. Она превратилась в капли воды и заключила его в пузырь.
Гнев призвал огонь вокруг себя и попытался нагреть пузырь, чтобы вырваться, но Кюко схватила его водяной рукой. Она швырнула его в лес и потащила за собой, как тряпичную куклу. Она снова подняла его и швырнула в лес. Она нырнула вниз, чтобы встретиться с ним, но гнев позвал последнего восставшего. Когда она приблизилась к нему, последний восставший схватил ее. Кюко превратилась в капли воды и убежала. Тем временем Кай отправился в путешествие с Райроном в качестве проводника. Она объяснила, что путь, по которому они идут, проложен огромными ежами. Она предупредила Кая, чтобы он был осторожен, потому что ежи раздавят их в лепешку, если их потревожить. Ашран и Саки испугались ее слов. Они спросили, почему она ведет их по такому опасному пути, и она сказала, что это самый быстрый путь к Федерации Юлуан. Рине было все равно, что на дороге опасно. Она дулась, потому что Рен ехал с Каем, а ей пришлось сидеть сзади с остальными. Рен сказала, что ничего не поделаешь, потому что она указывает Каю дорогу. Саки опасалась, что другие солдаты могут возмутиться, когда узнают, что их сопровождает эльф. Райан сказала, что в ее одежду встроена магия подавления сознания, и любой, кто не знает, что она эльф, будет видеть в ней обычного человека. Она посмеялась над Ринной за то, что та не смогла скрыть свою личность. Слова Ринны задели Ринну, и она начала спорить. Кай попросил их успокоиться, чтобы он мог сосредоточиться на вождении. Джин позвонила по рации и спросила, как у них дела. Кай сказал, что никаких изменений нет. Она спросила Рена, далеко ли еще до Федерации Юлуан. Эрен сказал, что они доберутся туда через 3-4 дня. Жанна была рада, что все идет по плану, но спросила, есть ли у них место для ночлега. Эрен сказал, что они могут разбить лагерь вместе с множеством источников, но до него еще полдня пути. Фелон что-то заметила в окно и обратила на это внимание Джаны. Она посмотрела на окрестности и заметила какие-то странные следы. Она поняла, что это следы мифического зверя, но ей было трудно в это поверить, потому что они все еще находились на территории Федерации. Она вспомнила предыдущие случаи, когда дракон напал на солдат, и решила, что мифические звери уже пересекают границы, чтобы вторгнуться. Тем временем гнев пытался найти Кюко. Он заметил капли воды на деревьях, но понял, что этого недостаточно, чтобы найти Кюко. Он решил, что она сбежала в виде ядра и спряталась в безопасном месте. Он решил отступить, потому что у него еще будет возможность победить Кюко. Позже Кай и его команда остановились, чтобы разбить лагерь. Мальчики искупались в источниках, а девочки тоже освежились в своей части источников. Джиан рассказал, о чем они говорили с Каем, пока Ринна восстанавливалась после битвы с лордом Альфрией. Она сказала ему, что до сих пор не понимает, как работает реинкарнация в мире и что такое хранитель кодов. Кай сказал, что тоже не до конца понимает это. Она посоветовала ему быть осторожным с оружием, потому что теперь они знают, что его создали обычные люди. Джин знала, что она сама себе противоречит, потому что это предупреждение относилось и к ней. Кай посоветовал ей сделать перерыв и не перенапрягаться. Он сказал, что ей не нужно тратить свою жизненную энергию на создание магических предметов для эльфов. Джин сказала, что не собирается менять свое мнение о создании этих предметов, и Кай подразнил ее за упрямство с детства. Джин было все равно. Ее волновало только то, насколько она может быть полезна в бою. Она сказала, что им нужно сосредоточиться на последнем восставшем, потому что он смог ранить лорда Альфрию. Она также вспомнила, что Кай сказал, что он появился, когда он сражался с Ванессой. Кай подтвердил, что он появился, но сказал, что в его мире не было записи об этом монстре. Кай предположил, что последний восставший следил за героями, и имя Сид определяло, станет ли монстр агрессивным или нет. Джин спросила, какие отношения у последнего восставшего с остальными героями. Кай не смог ответить, поэтому им оставалось только продолжать сражаться с монстрами, пока они не положат конец войне 5 раз. Рини сказала, что они до сих пор мало знают о монстре, который превратил лорда Альфрию. Жанна предупредила их, чтобы они были начеку и всегда следили за последним восставшим, когда сражаются с героем. Рене призналась, что боится последнего восставшего. Она не могла объяснить почему, но когда она смотрела на него, у нее подкашивались ноги. Жанна успокоила ее и извинилась за то, что напугала ее. Внезапно они услышали взрыв вдалеке. Солдаты схватились за оружие, потому что на них напали. Из леса появился монстр, и солдаты выстроились в боевой порядок. Они открыли огонь по монстру, но их пули едва его задели. Монстр ударил их лапой, легко разогнав их боевой порядок. Монстр издал рев, который привлек внимание Кая. Он увидел монстра и узнал в нем бегемота. Он бросился на бегемота и ударил его мечом. Он нажал на курок, но попал под взрыв. Сила взрыва отбросила его назад, и он поднялся на ноги. Фейлон присоединилась к нему, чтобы сразиться с бегемотом, и приказала ему следовать за ней. Она бросилась на монстра с правого фланга, а Кай атаковал с левого. Она ударила бегемота своими мечами, а Кай ударил его мечом. Он снова нажал на курок, и на руке бегемота прогремел взрыв. Бегемот взмахнул лапой, и Кай отскочил, чтобы не попасть под удар. Монстр попытался раздавить его лапой, но Фелон предупредила его, и он увернулся. Фелан оглушила бегемота светошумовой гранатой и приказала отступать. Кай присоединился к отступлению, но был удивлен, что модифицированные пули не сработали против бегемота. Это заставило его задуматься, не сильнее ли бегемот, чем все остальные мифические звери, с которыми он сталкивался.
В центре лагеря Джин приказала группам 8 и 9 спасти раненых солдат, а группа 12 отступила, чтобы подготовить базу для оказания помощи. Солдаты немедленно сели в машины, чтобы выполнить ее приказ. Кай и Фэллон встретились с Джин, и Фэллон сообщила ей, что на них напал бегемот. Она предположила, что это был тот самый бегемот, который оставил следы на дороге. Риен не думала, что это возможно, потому что они все еще находились на территории небес. Кай сказал Джин, что автопушка неэффективна против бегемота, и посоветовал ей использовать что-то более смертоносное. Фэллон сказала, что у них нет ничего большего, потому что они не ожидали, что будут сражаться с мифическими зверями. Она предложила Джин немного времени, чтобы она могла отступить вместе с остальными солдатами. Но Джин не хотела отступать. Она спросила у Кая, как победить монстра. Она поняла, что если они хотят противостоять духам и мифическим зверям, то не могут отступить перед бегемотом. Кай согласился с ней и сказал, что их лучшая стратегия — целиться в голову монстра, потому что это его уязвимое место с магическим органом. Фейлан сказала, что они уже знают о слабом месте монстра, но у них нет артиллерии, чтобы атаковать его. Джин пришла в голову идея, и она спросила Рина о ближайшем оружии, так как они все еще находились на территории небес. Бегемот продолжал приближаться к их лагерю, но некоторые солдаты отвлекали его. Они бегали между деревьями и стреляли в него, чтобы привлечь его внимание. Кай и Рене ждали, пока бегемот не окажется в идеальном положении для засады. Фэллон вышла на открытое пространство, чтобы сразиться с бегемотом в ближнем бою. Бегемот ударил ее, но она увернулась и активировала пламя на своем мече. Она бросилась на монстра и выпустила огненные удары. Кай бросил дымовую шашку с грибными спорами, чтобы ослабить чувство бегемота. Ринна ударила бегемота молнией, когда он пытался прийти в себя, а Кай прыгнул ему на голову. Он вонзил свой меч в слабое место бегемота и выпустил пулю из Дрейка. Но бегемот все еще не упал. Он бросился на Ринну, и Кай попытался спасти ее. Он принял удар на себя, и бегемот потерял равновесие. Бегемот ударился головой о дерево и на мгновение потерял сознание. Рин телепортировала бегемота в цветочный сад чистилища, где он сгорел дотла. Джин заметила, что Кай ранен, и подбежала к нему. Кай упал на одно колено, а Ринна спросила, почему он защитил ее от монстра. Ринна запаниковала, потому что ей не нравилось видеть Кая раненым, но Кай хотел убедиться, что с ней все в порядке. Джин и Рин подошли к нему, и Рин предложила остановить кровотечение. Она обработала его раны, и они отнесли его в лазарет. После лечения Кай заснул, а остальные присматривали за ним. Они тоже заснули, но Кай услышал голос, зовущий его из леса. Он проснулся и разбудил Рин. Ринна спросила его о сне, но он думал только о голосе, который говорил с ним, потому что он слышал его раньше. Рен проснулась и спросила, что происходит. На следующий день солдаты свернули лагерь и начали собираться в дорогу. Саки загрузила их машину, но Ашран сказал ей, что время отправления перенесли. Она спросила, почему, но Ашран сказал, что не знает. Саки решила еще раз искупаться в горячих источниках, чтобы скоротать время до отъезда. Рин отвела Кая к зданию, которое он видел во сне, но не понимала, почему оно его заинтересовало. В здании были только каменные статуи, и ничего особенного в нем не было. Рин никогда не понимала, зачем человек построил такое в таком отдаленном месте. Кай понял, что это мог быть мегалит, потому что его происхождение неизвестно. Он объяснил, что в его мире есть несколько таких зданий. Он напомнил Рейн о мегалите, который она однажды видела под названием кладбище. Он объяснил, что кладбище — это особое здание, построенное для того, чтобы запечатать 4 расы. Он также сказал, что холодный держатель был спрятан внутри мегалита. Они продолжили путь к зданию и, наконец, добрались до входа. Голос заговорил и попытался убедить Кая войти, но они остались подозрительными. Голос заметил, что Кай не решается войти, и спросил, почему он сомневается. Она сказала, что они, наконец, нашли центр мира и будут рады принять их в качестве гостей. Рин тоже заметила, что Кай колеблется, и спросила, что случилось. Он понял, что она не слышала голос из здания. Тем временем Рини резко подошла к входу и не услышала, когда Рин позвала ее. Рена сказала ей, что из здания донесся голос, и она хочет его исследовать. Кай попросил Рин остаться на страже, и она спросила, почему она должна стоять на страже, пока остальные исследуют здание. Группа вошла в здание, и Кай заметил, что оно похоже на кладбище. Рина сказала, что чувствует сильную магическую силу внутри здания. Эта магическая сила была настолько знакомой, что Рине показалось, будто это ее собственная магия исходит из здания. Они пошли по коридору и увидели впереди свет. Они подошли к нему и вошли в огромную комнату, где стояла статуя. Они подошли к статуе, и Джана подумала, что они наткнулись на древний храм, потому что статуя была похожа на ту, о которой говорила Рен. Кай не знал, был ли это древний храм, но у него было ощущение, что он уже видел эту статую раньше. Статуя заговорила телепатически и поблагодарила их за то, что они пришли. Они не могли понять, откуда исходит голос, и статуя представилась как его обладательница. Статуя заверила их, что она не причинит им вреда, потому что сейчас она бессильна. Джин спросила, кто она такая, и она объяснила, что она из мира, где закончилась Великая война 5 раз. Она сказала, что ждала судьбоносной встречи с тем, кто займет место Сида. Кай удивился, что статуя знает о Сиде, и она сказала, что знает его даже лучше, чем Кай.
Кай попросил объяснений, и она попросила его присмотреться к ней. Кай присмотрелся и вспомнил картину с пророческим богом. Статуя сказала, что люди знают ее как Арсулу Салаку, молящегося бога, который может видеть будущее. Джин не понимала, что происходит, и Кай объяснил, что Сида называли пророком, потому что он был тем, кто закончил войну 5 раз в своем мире. Человеком, который дал Сиду пророчество и сияющий меч, которым он закончил войну, был пророческий бог Арсула Салака. Джин с трудом верилась, что высшее существо превратилось в бетонную статую. Кай признался, что ему тоже с трудом верится в эту историю, потому что он всегда считал ее легендой. Он удивился, узнав, что легенда о героизме Сида на самом деле правдива. Арсула сказала, что во время войны она создала Хранителя Кода, чтобы защитить человечество в награду за их преданность поклонению ей. Кай вспомнил, как голос говорил ему, что Хранитель Кода может изменить ненужную судьбу смерти в современном мире. Он понял, что это была Арсула, и она все это время помогала ему. Арсула призналась, что это была она, и сказала, что рада, что Кай нашел Хранителя Кода в мире, где нет Сида. Джин спросила, что ей от них нужно, и Арсула сказала, что у нее есть пророчество, которое поможет им в пути. Это единственное, что она может сделать в своем нынешнем состоянии, потому что она потратила все свои силы на создание Хранителя Кода. Это также причина, по которой она не смогла остановить реинкарнацию мира. И Кай попросил ее объяснить, что такое реинкарнация мира. У Арсулы не было ответов для Кая, потому что это было за пределами ее знаний, даже для высшего существа. Однако она объяснила, что ложное пророчество переписало историю мира и стерло присутствие Сида, мир, где человечество было уничтожено, и был создан другой мир, основанный на ложной истории. Джин не поверила этому, потому что люди сражались десятилетиями. Не может быть, чтобы десятилетия жертв и потерь были фальшивыми. Арсула объяснила, что реинкарнация мира не завершена, потому что люди не были уничтожены. Она сказала, что благодаря их усилиям человечество не было уничтожено. Джин вздохнула с облегчением, услышав это, но Арсула сказала, что у нее все еще есть миссия. Она поручила ей миссию Сида и стать героем человечества. Джин не считала себя достойной этого звания, но Арсула сказала, что она подходит лучше всего. Она хотела назвать Кая пророком, но передумала, потому что его единственное достоинство — это сила, а он даже не обычный житель их мира. Джин задумалась, какие новые обязанности принесет ей это звание. Арсула сказала, что ей нужно продолжать делать то, что она всегда делала, и вести своих подчиненных в борьбе против других угнетающих рас. Она заверила ее, что как только она победит героев 4 рас и последнего восставшего, мир будет восстановлен. Кай спросил, знает ли она, что за монстр называется последним восставшим. Арсула сказала, что последний восставший — это странный монстр, которого даже не было в их первоначальной истории. Джин спросила, что будет с миром, если они в конце концов победят героев и последнего восставшего. Арсула призналась, что никто не знает ответа на этот вопрос, потому что он станет известен только после победы над последним восставшим. Она призвала их сосредоточиться на предстоящей войне и убедиться, что они победят, чтобы получить ответы. Арсула сказала все, что хотела сказать. Она попрощалась с Джин, став героем человечества. Группа вышла из комнаты, но по пути назад Джин заметила, что Рина выглядит отстраненной. Рин попыталась сделать вид, что ничего не произошло, но Кай тоже удивился, почему она все время молчала. Рин сказала, что голос Арсулы успокоил ее, но у нее было плохое предчувствие, и она пыталась понять, почему. Кай заверил ее, что Арсула должно быть заботиться об интересах человечества, ведь она создала Хранителя Кода. Они вышли из здания, и Рейн спросила, узнали ли они что-нибудь полезное. Кай собирался рассказать обо всем, что произошло, но Джин выпалила, что у них была скучная экспедиция, потому что они увидели только бессмысленную статую внутри. Они пошли обратно, но Рин попросила Рейн принести ей зимний фрукт. Этот фрукт — духовное лекарство, способное исцелить любую рану. Они вернулись в лагерь и продолжили свой путь. Рин измельчила фрукт в порошок и предложила его Каю, чтобы вылечить его раненую руку. Ринни посоветовала Каю не принимать лекарства, потому что это не лекарство, а смертельное проклятие в бутылке. Рин настояла, чтобы Кай попробовал, и заверила его, что он подтвердит эффективность лекарства. Рейн предложила Рин попробовать первой, если она так уверена в своем мастерстве. Рин сделала глоток, чтобы доказать, что лекарство действительно хорошо действует, но не смогла удержать его во рту и выплюнула. Она протянула Каю чашку и заверила его, что неприятный вкус означает, что лекарство более сильное. Кай был уверен, что сможет удержать его, и выпил. 4 солдат сообщили им, что они приближаются к границе Юлина. Саки вылезла из машины и посмотрела в бинокль. Она заметила что-то необычное и привлекла внимание Кая. По описанию Кай понял, что это кладбище. Они вышли из машины, чтобы рассмотреть здание издалека, и Джин заметила, что оно похоже на то, где были запечатаны герои в старом мире Кая. Кай предположил, что поскольку здание находится в Федерации Юлин, это, вероятно, кладбище, где запечатана раса духов. Ринни вдруг выпалила, что они окружены, и внезапно пошел дождь из духов. Все вооружились и начали стрелять в духов, прежде чем они успели принять форму. Однако их пуль было недостаточно, чтобы остановить духов. Джин приказал отступать к машинам, и все побежали обратно. Они сели в машины и заперли двери, а Фелан остался снаружи, чтобы сдерживать духов.
Она убила несколько духов, но несколько духов слились в огромного монстра. Кай выстрелил в духа из пистолета, но его пули были бесполезны, потому что тела духов можно уничтожить только огнем. Лорд Бальмунг прибыл на место и приказал своему отряду огнеметчиков стрелять по духам. Солдаты подожгли духов, и они рассеялись. Несколько упрямых духов слились и образовали большого духа. Они попытались дать отпор захватчикам, но командир одним ударом подавил их сопротивление. Лорд Бальмунг стоял над горящими телами духов и проверял, не пострадал ли кто-нибудь из повстанческой армии Урзы. Фелан окликнула лорда Бальмунга, и он сразу узнал ее. Он был рад воссоединению с Фелан, потому что они давно не виделись. Он также поприветствовал Джин, и она поблагодарила его за помощь. Он похвалил их за то, что они так долго держались против духов, несмотря на то, что попали в засаду большого отряда. Кай собирался объяснить, как им удалось продержаться так долго, но Фелан отвернулась от лорда Бальмунга и посоветовала Джин продолжать двигаться с войсками. Лорд Бальмунг назвал Фелан грубой. Он был недоволен тем, что она отвернулась от него, когда он еще говорил, но Фелан дразнила его за то, что он всегда слишком много болтает. Она не хотела стоять в поле до полуночи. Лорд Бальмунг признал, что она права, и уступил. Он приказал своим войскам отступать, но Ринна обратила внимание Кая на то, что происходит вокруг. Она сообщила ему, что духи все еще бродят вокруг них. Все насторожились и стали оглядываться в поисках духов. Внезапно из-под земли поднялась волна духов и поглотила всех. Оба командира приказали своим солдатам стрелять по духам, но их огонь был неэффективен против духов. Кай выстрелил в них своей особой магической пулей, но она тоже оказалась неэффективной. Джин не хотела импульсивно атаковать духов магией. Она старалась быть осторожной, потому что они не знали, как их магия подействует на них. Каю пришла в голову идея, и он сообщил Джин, что расчистит путь. Он посоветовал ей приказать солдатам атаковать сразу, чтобы они смогли прорваться. Они сели в машины, и Кай вылез из люка своего военного автомобиля. Он зарядил пистолет эльфийской пулей и выстрелил в стену духов. На этот раз пуля пробила стену духов, образовав отверстие. Кай приказал машинам ехать на полной скорости и прорваться через отверстие. Пуля была настолько смертоносной, что вся стена духов рухнула, и они продолжили свой путь в Федерацию Юлин. Лорд Бальмунг похвалил Джин за такого полезного подчиненного, но она сказала, что Кай ее друг, а не подчиненный. Она отмахнулась от формальности и решила сосредоточиться на насущных проблемах. Она созвала стратегическое совещание с лордом Бальмунгом, и он согласился, но сказал, что им нужно сделать остановку по пути. Они свернули с дороги, и лорд Бальмунг привел их к озеру. Он сообщил им, что они изначально пришли исследовать озеро, когда наткнулись на них. Кай удивился, как озеро появилось на равнине, ведь раньше его там не было. Ринна сказала, что Кай ошибается, потому что то, на что они смотрят, это не озеро, а дух. Дух взорвался и превратился в шар. Он вернулся к группе и превратился в человекоподобную фигуру. Лорд Бальмунг узнал в духе Кека. Он был в ярости, что она все это время пряталась у него под носом. Кека открыла глаза и предупредила людей, чтобы они убирались с ее пути. Она превратила свою руку в воду и напала на Кая. Кай едва успел увернуться, и ее атака оставила огромную вмятину в земле. Она набрала еще воды в руку и превратила ее в гигантскую булаву. Она опустила булаву, и все бросились в рассыпную. В итоге она разбила одну из их военных машин. Кай воспользовался этой возможностью, чтобы атаковать, пока она была беззащитна. Он разрубил ее пополам, обнажив ее уязвимое место, и лорд Бальмунг приказал своим солдатам активировать огнеметы. Они выстрелили в Кека столбами пламени, но она превратилась в огонь и не получила повреждений. Она вернулась в свою эльфийскую форму, и Джин не могла поверить, насколько бессильны их атаки против нее. Кека выдохнула огонь на солдат, но Кай вмешался и использовал свою способность кодового держателя, чтобы отразить пламя. Кека заметила, что Кай держит кодовый держатель, и спросила его. Последний восставший внезапно проснулся и предупредил ее, потому что она установила контакт с кодовым держателем. Кай услышал ее голос и задумался, кто это был, Джин или Ринна. Но они обе отрицали, что это были они, и Рин тоже отрицала. Кека потребовала, чтобы Кай ответил на ее вопрос. Но Кай был больше удивлен тем, что дух может говорить. Меч вызвал у Кека воспоминания о прошлом. Она рассказала, что сделал для нее последний человек, владевший мечом. Кай подумал, что она говорит о Сиде, и Кека подтвердила, что это так. Она сказала, что Сид — это существо, которое все духи ненавидят больше всего. Но он также был тем, кто дал ей больше всего знаний. Он научил ее говорить на человеческом языке, чтобы она могла его понимать. Она сказала, что Сид сказал ей, что реинкарнация мира — это только начало, и Кай был потрясен, узнав, что после реинкарнации мира произойдут еще большие изменения. Позади Кека внезапно открылся портал, и последний восставший схватил ее. Последний восставший потянулся к ней, потому что на нее повлияло запретное слово «Сид». Она попыталась активировать свой код, чтобы убрать Кека из мира, но Кека превратилась в капли воды и вырвалась из ее хватки. Она превратилась в огромный пузырь и атаковала последнего восставшего водой. Последний восставший получил критические повреждения и решил отступить, чтобы защитить свое запечатанное тело. Кека вернулась в свою эльфийскую форму и сказала людям, что их битва окончена, потому что она устала. Ее слова остались без внимания, и лорд Бальмунг потребовал, чтобы она раскрыла свои коварные планы. Он думал, что она пытается выиграть время, и Кека была очарована его глупостью. Она предложила перемирие, но лорд Бальмунг сказал, что она была агрессором, который напал на них без причины.
Она объяснила, что защищалась, потому что думала, что на нее напали, пока она восстанавливалась. Кай удивился, в какую же битву ввязалась Кека, что так сильно истощила ее, несмотря на то, что она была героем духов. Кека сказала, что сражалась с гневом. Она призналась, что гнев был силен, но последний восставший будет еще опаснее, потому что в прошлом на нее напал похожий монстр, когда она была с Сидом. Кай удивился, что Сид тоже знал о последних восставших. Кека сказала, что каждая раса хочет для себя лучшего, но последние восставшие не принадлежат ни к одной расе. Они самые опасные существа, потому что их питает только ненависть к миру. Жанна посоветовалась с лордом Бальмунгом и признала, что слова Кека заслуживают доверия. Она рассказала, как последний восставший напал на них, Ванессу и лорда Альфрею просто ради удовольствия. Лорд Бальмунг не был в восторге от идеи делать то, что хотят духи. Он сказал, что они все это время были в состоянии войны, и он не может просто так согласиться прекратить войну. Джин сказала, что уже договорилась о перемирии с демонами и небожителями. Она сказала, что ему не нужно забывать о прошлом и становиться друзьями с духами, но лучше заключить договор, чтобы ограничить будущие жертвы. Лорд Бальмунг прислушался к ее совету и решил сложить оружие. Кек решила уйти, раз они договорились, но Кай спросил, куда она пойдет, ведь за ней охотятся и гнев, и последний восставший. Она указала на кладбище и сказала, что пойдет туда, потому что там она впервые встретила последнего восставшего. Кека сказала, что кладбище появилось после ухода Сида, и Гнев был единственным, кто его принял, а остальные герои были против. Она сказала, что Гнев сосуществует с последним восставшим, чтобы найти альтернативный исход войны 5 раз. Она попросила Кая отвести ее ко входу на кладбище, и Кай пошел впереди. Они подошли ко входу, и Кай заметил, что вход похож на кладбище демонов Федерации Аурза. Они вошли внутрь, и Фолин сказал, что здание странное, потому что его построили не духи и не люди. Джин заключила, что это должно быть мегалит. Они продолжили идти, и Кай сказал, что нашел держатель кода прямо впереди. Они подошли к пьедесталу, и держатель кода начал светиться. Кай достал его, и держатель кода заговорил голосом Сида. Сид признался, что совершил ошибку и не смог защитить Ринну. Он попросил их сражаться, чтобы создать будущее, которое он так и не смог воплотить в жизнь. Держатель кода выдвинулся и осветил несколько надписей на стене. Надписи открыли ворота, и всех затянуло внутрь. Они очнулись в другом мире. Никто из них не узнал это место, и лорд Бальмунг почувствовал себя неуютно, потому что казалось, что их заманили в ловушку. Фейлон чувствовала то же самое и попросила Кая объяснить. Кай не мог ничего объяснить, потому что был так же растерян, как и они. Кека вдруг пошла по тропинке, и лорд Бальмунг спросил, почему она так решила, ведь они не знали, что их ждет в конце пути. Кека сказала, что в конце тропинки находится мощный источник магии, и она идет туда, чтобы его исследовать. Кай, Джин и Рин пошли за ней. Они дошли до конца тропинки и поднялись по лестнице, чтобы увидеть статую лорда Альфрей. Рин подбежала к статуе и положила на нее руку. Она сказала, что все еще чувствует магическую силу, исходящую от статуи. Она сказала, что лорда Альфрею превратили в статую с помощью магии окаменения, но это можно обратить, если изучить ее. Лорд Бальмунг поднял свою дубину, чтобы раз и навсегда уничтожить героя небожителей, но Рейн остановил его. Кека подошла к статуе и положила на нее руку. Она сказала, что статуя была создана не просто с помощью окаменения, потому что камень только на поверхности. Лорд Альфрея на самом деле заморожен внутри каменного кокона. Остальные пытались переварить эту новую информацию, но над головой появился портал, и из него выглянул последний восставший. Он почувствовал их вторжение и близость к запечатанному телу лорда Альфрей. Он спустился и встал между ними и лордом Альфрей. Рин ждала этой возможности, чтобы отомстить последнему восставшему за то, что он сделал с лордом Альфрей. Лорд Бальмунг и Феллон тоже достали оружие, готовые к бою. Последний восставший решил сосредоточиться на 3 людях, которые отреагировали, когда она произнесла запретное слово, и исключил остальных, которые не отреагировали. Появился портал, и Джину Ререна, Филана и лорда Бальмунга затянуло внутрь. Рин не волновалась, что их телепортировали в опасное место, но Кай заверил ее, что их разделили только потому, что последний восставший хотел, чтобы они остались там. Кека согласилась с ним. Она поняла, что их присутствие в этом мире будет мешать, потому что у них все еще есть воспоминания о Сиде. Остальные оказались снаружи здания, и Жанна сразу же пошла обратно, потому что была уверена, что дверь в альтернативное пространство все еще там. Лорд Бальмунг спросил, зачем ей возвращаться, ведь он уверен, что она не сможет победить последнего восставшего. Жанна ответила, что всегда может пожертвовать собой ради общего блага, даже если она недостаточно сильна. Но Ререн посоветовал ей не рисковать жизнью так легко. Она также сказала, что дверь в альтернативное пространство уже закрылась. Она предложила придумать план, потому что у нее есть идея, которую она хочет попробовать, и лорд Бальмунг согласился ей помочь. В альтернативном пространстве началась битва между Троицей и последним восставшим. Кека превратила свою руку в воду и атаковала последнего восставшего, но он отразил ее атаку, и Кека потеряла часть руки. Кай вошел с держателем кода и смог отрубить несколько щупалец последнего восставшего. Кека отступила и присоединилась к Рине, которая стояла в задних рядах. Она спросила, почему она так пассивна, несмотря на то, что участвует в битве. Рина призналась, что так боится последнего восставшего, что даже не может смотреть ему в лицо.
Она хотела бы сражаться вместе с Каем, но не могла заставить себя это сделать. Кека попросила ее поделиться с ней магической силой, чтобы хоть как-то помочь в битве с последним восставшим. Кека без разрешения коснулась Рене и забрала часть ее магии. Кай подвергся звуковой атаке последнего восставшего с помощью щупалец. Кека вмешалась и с помощью ледяного заклинания обездвижила последнего восставшего. Она разбила ледяную клетку, и Кай решил, что последний восставший побежден, потому что от него ничего не осталось. Он похвалил Кека за победу, но Кека было не по себе, потому что что-то было не так. На земле открылся портал, и последний восставший перезаписал свой предыдущий код. Он вышел из портала без единой царапины, и Кека удивилась, почему он не восстановился сразу, когда она его ранила. Кай вспомнил, что то же самое было, когда он сражался с Ванессой, и понял, что он может восстановиться только в альтернативном пространстве, в котором они сейчас находятся. Кека спросила Кая, как он выбрался в прошлый раз, и он ответил, что в панике разрезал альтернативное пространство держателем кода. Кека превратила свою руку в воду и подняла статую лорда Альфрей. Это вызвало реакцию последнего восставшего, и Кека поняла, что статуя для него важнее всего. Она решила использовать ее как приманку, чтобы выманить последнего восставшего наружу. Они взяли статую и убежали, а последний восставший погнался за ними. Кека резко развернулась и атаковала последнего восставшего огнем, но он отразил атаку обратно в них. Кай использовал держатель кода, чтобы поглотить контратаку, и случайно прорвался сквозь альтернативное пространство. Кай прыгнул в открывшийся проход вместе с Рене и Кека, а последний восставший последовал за ними. Они вернулись на кладбище, и Кека ударила последнего восставшего молнией, теперь, когда он был уязвим. Последний восставший превратился в пепел и развеялся по ветру. Тем временем Рин выковал оружие из подручных материалов. Саки забеспокоилась о количестве материалов, которые она использовала для изготовления оружия, но Рин объяснила, что это необходимо, потому что обычные человеческие пули бесполезны. Внезапно она почувствовала магическую силу враждебного источника и в панике уронила молот. На кладбище последний восставший, Аспект 2, прорвался сквозь альтернативное пространство и вернулся обратно. Кай узнал в Аспекте 2 версию последнего восставшего, которого заточила Рине. Последний восставший обнаружил, что они вторглись в судьбу мира. Он активировал свой код, чтобы уничтожить их. Аспект 2 атаковал Кая, и он заблокировал атаку держателем кода. Кека попыталась атаковать сверху своим молотом-трансформером, но Аспект 2 заблокировал ее щитом. Вокруг Кека появилось несколько специальных барьеров, и она тут же выпустила статую лорда Альфрей, поняв, что попалась в ловушку Аспекта 2. Барьеры окружили Кека, и она оказалась в ловушке. Аспект 2 начал выполнять код, чтобы уничтожить Кека в настоящем мире. Кека высвободила свой запас магической силы с помощью светового заклинания, и это вызвало мощный взрыв. Статуя выкатилась с кладбища, завернутая в пузырь. Лорд Бальмунг и Жан все еще ждали снаружи и сразу узнали статую. Джин бросился в здание, оставив лорда Бальмунга командовать солдатами. Кай пришел в себя, и Рин сказала ему, что защитила их щитом. Иначе их бы уничтожило взрывом. Кай понял, что Кека пожертвовала собой, чтобы защитить их, но он считает, что она не должна была этого делать. Джин вошел в здание и заметил их издалека. Он позвал их, радуясь, что они живы, но Аспект 2 начал дергаться. Кай оглянулся и увидел, что он пытается подняться на ноги. Он удивился, как Аспект 2 остался жив после такого мощного взрыва. Но он не стал ждать, чтобы узнать. Он приказал Рене отступать вместе с ним. Но Аспект 2 погнался за ними. Они вышли с кладбища, и Аспект схватил Рене. Она начала удалять себя, но Рене вызвала молнию, которая ударила в Аспект 2. Аспект 2 отпустил Ринну и упал на землю, но снова поднялся и попытался напасть на нее. Кай встал между ними и остановил ее атаку. Он перешел в наступление и попытался атаковать, но Аспект 2 создал щит, чтобы защититься. Джин попыталась атаковать сбоку, но ей тоже помешал щит. Лорд Бальмунг атаковал с другой стороны, но Аспект 2 оставался под защитой щита. Аспект 2 оттолкнул их, и лорд Бальмунг приказал своим солдатам начать операцию. Он бросил гранату в Аспект 2, а Джин последовала за ней, нанося удары мечом. Она приказала Каю защищать Ринну, пока они сдерживают Аспект 2. Солдаты лорда Бальмунга открыли огонь по Аспекту 2, но их объединенная огневая мощь едва его задела. Рин вернулась на передовую с пулей, которую она выковала. Она отдала ее Джин и сказала, что пуля может зажечь пламя, которое будет гореть вечно. Она предупредила ее, чтобы она не промахнулась, и Джин выпустила стрелу. Она попала в голову, и стрела поглотила огонь вокруг Аспекта 2, но ничего не произошло. Внезапно он взорвался, выпустив ослепительный белый свет. Взрыв утих, и Кай оглянулся и увидел, что Аспект 2 все еще работает без головы. Он попытался подойти к ним, но упал на землю. Голова Аспекта 2 запела, и над ней открылся портал. Кай понял, что происходит реинкарнация мира. Фален приказала своим солдатам окружить цель, и она подошла к ней, несмотря на предупреждение Рены, которая пыталась ее отговорить. Рен и Джин последовали за Фален, и голова Аспекта 2 начала вторую фазу реинкарнации мира. Она начала перезаписывать героя мира, и из портала вышел еще один хранитель кода. Странный персонаж поднялся и взял меч. Кай узнал в нем Сида, но Сид заговорил голосом Аспекта 2.
Кай разозлился, что Аспект 2 просто копирует внешность Сида. Он бросился на него и несколько раз попытался атаковать, но Аспект 2 отбивался от его атак. Рен атаковала из слепой зоны Аспекта 2 и попала в него молнией. Аспект 2 переключился и решил схватить ее, раз уж она была в пределах досягаемости. Он схватил ее, открыл портал и затолкал внутрь. Кай снова перешел в наступление, чтобы вернуть Ринну. Он атаковал своим хранителем кода, но Аспект 2 отбил его атаку и отбросил его в сторону. Аспект 2 вонзил свой хранитель кода в землю, пока Кай пытался подняться на ноги. Он посмотрел на Аспект 2, но его зрение было затуманено. Каю потребовалась минута, чтобы прийти в себя, и он поднял свой хранитель кода. Он встал на ноги и напомнил себе, что сражается не с Сидом, поэтому ему не нужно сдерживаться. Он активировал способность хранителя кода и ударил Аспекта 2, ранив его. Удар непреднамеренно создал разрыв между обычным миром и альтернативным пространством, где держали Рене. Рене заметила разрыв, но ничего не могла сделать, потому что была прикована. У нее не было желания возвращаться в бой, но она помнила, что должна продолжать, потому что Каю нужна ее помощь. Она вырвалась из цепей и полетела через разрыв. Аспект 2 активировал свою способность хранителя кода и попытался закрыть разрыв, но Рин вылетела и оттолкнула Кая от зоны атаки. Кай был рад, что Рене вернулась, и она сказала ему, что вернулась, чтобы сражаться вместе с ним. Кай переключил внимание на Аспект 2. Он был уверен, что они победят его, потому что копирование способности Сида не делает его грозным противником. Он выстрелил в Аспект 2, и тот заблокировал удар своим разрушителем кода, но пуля разбила меч. Кай бросился вперед и атаковал мечом. Аспект 2 упал, и Кай выстрелил в него из пистолета с драконом. Кай потерял меч, и Рене бросилась за ним. Аспект 2 потерял руку Сида, и его первоначальный облик вернулся. Кай атаковал его сзади и ударил плечом, отбросив его в сторону. Рене вернулась к нему с мечом и отдала его ему. Аспект 2 атаковал Кая щупальцем, но он заблокировал удар мечом. Аспект 2 посоветовал Каю сдаться, потому что судьбу не изменить. Он объяснил, что реинкарнация мира неизбежна, и все его попытки остановить ее бессмысленны. Кай оттолкнул щупальца Аспекта 2 и сказал, что судьбы не существует. Он сказал, что исход мира зависит не от судьбы, а от непоколебимой решимости людей. Он снова активировал силу хранителя кода и изо всех сил ударил по щупальцам Аспекта 2. Мощь удара полностью уничтожила Аспект 2. Кай упал на одно колено от усталости, но мысль о том, что он остановил реинкарнацию мира, придала ему сил. Он оглянулся на Рене, стоящую у портала. Она произнесла мощное заклинание, чтобы закрыть его, но заклинание было настолько сильным, что Кая вырубило. Пока он был без сознания, Каю привиделась Рина в цепях, и она умоляла его спасти ее. Он очнулся и увидел, что Рина сидит у его кровати. Он сел, и она сразу же обняла его, потому что боялась, что он больше никогда не очнется. Она обрадовалась, что он очнулся. Она винила себя в его состоянии и не смогла бы жить дальше, если бы он не очнулся. Рена призналась, что ее чувства к Каю вышли за рамки простой дружбы. Сначала она терпела других людей, чтобы проводить время с Каем, но теперь она действительно хочет, чтобы он полюбил ее. Она спросила его, что он чувствует к ней, но прежде чем Кай успел ответить, в комнату вошли Райан и Джин. Они пришли проведать Кая, но не ожидали увидеть Рене в таком неоднозначном положении. Джейн бросилась к Рине и оттолкнула ее от Кая. Она отругала их за неподобающее поведение за закрытыми дверями, особенно когда Кай еще не полностью восстановился. Джин сказал, что он проспал 3 дня, и ему нужно время, чтобы полностью восстановиться. Кай удивился, узнав, что он был без сознания 3 дня. Рин объяснила, что он потерял сознание после того, как победил Аспект 2, и его сразу же отвезли в госпиталь повстанческой армии Юлина для лечения. Рини очнулась через несколько часов после того, как они победили Аспект 2, но Кай не приходил в себя. Рейн и Джин переключили свое внимание на Рейн. Они отругали ее за то, что она воспользовалась Каем, когда он был беззащитен после того, как очнулся. Они не могли поверить, что она так легко предала их доверие. Но Рене сказала, что просто поступила так, как считала правильным. Она обвинила Джин в том, что та слишком долго держала Кая за руку, пока он был без сознания, и Рейн в том, что она весь день не отходила от него. Рейн защищалась и сказала, что просто давала Каю лекарства, ничего больше. На следующий день на закате они пошли на кладбище на равнинах у границы Федерации Юлин. Они зашли внутрь, чтобы проверить статую лорда Альфрей, которую оставили там. На этот раз с ними была Кека, но в уменьшенном виде. Кай был удивлен, что она каким-то образом выжила после взрыва. Кека сказала, что выжила только потому, что разделила свое ядро перед взрывом. Ей нужно поглотить много духов или огромное количество магии, чтобы вернуться в нормальное состояние. Без этого она останется в ослабленном состоянии на 30 лет, совершенно бесполезная и беспомощная. Лорда Бальмунга больше беспокоило не ее благополучие, а то, что она останется с людьми. Он не хотел, чтобы ее спровоцировали на буйство, потому что знал, что ее будет трудно усмирить. Кека заверила его, что он легко справится с ней, если она нарушит перемирие, потому что она слаба и беспомощна. Однако лорд Бальмунг не поверил в ее слабость, потому что видел ее силу в полную мощь. Ничто не сможет стереть из его памяти этот опыт, даже ее притворная невинность.
Рен обратила внимание лорда Бальмунга на статую и предупредила его, чтобы он не повредил ее, иначе навлечет на себя гнев всей небесной расы. Лорд Бальмунг пообещал сохранить статую и сделать кладбище полностью недоступным. Кека сказала, что им также нужно узнать больше о последнем восставшем, чтобы победить его навсегда. Их единственная зацепка — Гнев, единственный герой, который не входит в их коалицию. Они решили продолжить поиски, и лорд Бальмунг предложил проводить их. Они начали собираться с помощью лорда Бальмунга и его солдат, а Кай и Рене смотрели на закат. Рене спросила, можно ли вернуть статую небесного героя, чтобы лорд Альфрея воскрес. Кай сказал, что это возможно, но он не был уверен. Он хотел сделать все возможное, чтобы Сид гордился им, потому что он доверил им судьбу мира.